Привет, вы на канале Яхты на колесах, меня зовут Антон, а мы в Германии на выставке Караван-салон Дюссельдорф 2022. Здесь представлены новинки, модельный ряд 2023 года. И сейчас мы на стенде Adria. И сегодня у нас обзор на такой большой семейный двухосный прицеп Adora 673 PK. Adora — это по-настоящему большой прицеп, как я уже сказал, двухосный. Вес прицепа 2 тонны или даже 2,5, в зависимости от опций. То есть тут уже в любом случае вам потребуется BE категория и, в принципе, определенные навыки управления автомобилем с таким автопоездом, с таким большим прицепом. Но это, в принципе, того стоит, наверное, если вам нужно такое большое жилое пространство. И тут у нас две двери. Это важный момент, поэтому мы называем этот прицеп семейным, но мы к этому еще придем. У нас есть один вход и второй вход. Я думаю, начнем мы с задней части и будем плавно продвигаться вперед. Длина прицепа у нас 8 метров 77 сантиметров, ну, длина в целом стандарта 2,46, там не очень большой, и высота 2,59. Идем внутрь. Заходим через дверь в задней части. Здесь у нас небольшой гардеробчик с левой стороны, узенький, детский так называемый, позже к этой мысли придем, и большой гардероб, и полочки, внизу шкаф. На двери, естественно, есть москитная сетка, а справа от входа вот такие фетровые кармашки и крючочки. Такой прицеп уже приезжал в Москву и был успешно продан. Вот его мы называем, почему, собственно говоря, самым семейным таким? Потому что здесь прям полноценно есть детская комната. Вот у нас здесь раз кровать, такая, по сути, двухъярусная, и два кровать раскладывается вот таким образом здесь. Размер кровати нижний 140 на 2 метра. Это прям полноценная кровать. И наверху еще одна 80 на 2 с максимальной нагрузкой 70 килограмм. Тут есть тоже еще кронштейн под телевизор. В остальном из того, что здесь поменялось, я даже не знаю особо что, но вот новый материал обивки какой-то свежий, какие-то чуть-чуть вырезы и материалы фасадов поменялись. В целом какого-то радикального изменения, радикальной революции с точки зрения дизайна и изменений я здесь не наблюдаю. Трековые светильники, которые были уже в линейке 2022 года. В остальном это все та же старая добрая Adria, и все здесь у нас хорошо, нормально, как должно быть. Поэтому в первую очередь смотрим сейчас планировку. Движемся дальше, попадаем в такую санитарную зону. По правому борту у нас здесь расположена душевая кабина. Но двери у нее просто прозрачные, соответственно, это не очень интимно, но вопрос решается вот так. Открываем дверь туалета, и у нас полностью перегорожено пространство, и по сути, между двумя комнатами вот расположен этот санитарный блок. Это, если что, тоже дверь, но мы чуть дальше зайдем. Справа от меня туалет. Здесь все стандартно, опускается зеркало, и получается раковина. Когда все это поднимаем, получается ровное большое зеркало, чуть ли не в полный рост можно посмотреться. Ну а внизу туалет Тетфорд с электросмывом. И, конечно же, дальше мы попадаем в основную еще одну спальню. Раз. И, пожалуйста. И попадаем, собственно говоря, в столовую группу. И прицеп у нас на 7 человек. И, в принципе, здесь у нас, наверное, и за столом усядутся все 7 человек. Правда, сам столик, конечно, маленький. Но, опять-таки, прицеп – это все про отдых на природе. Вряд ли вы будете вот всей толпой сидеть и есть здесь упорно в помещении. Мы купили прицеп, будем здесь жить. Нет, всегда есть маркиза какая-то, уличная палатка. И люди обычно там и располагаются, и сидят. А это уже так на случай дождя там, или сесть там, опять-таки, детям порисовать, если не хватает места, как-то распределиться, там, поработать. Вот под такие цели, наверное, это место. Но, тем не менее, у нас здесь прям полноценный диван, можно есть, сидеть всей семьей, смотреть телевизор. Напротив меня есть кронштейн под телевизор, еще один. Сбоку у нас есть также вот такие полочки на рейлингах. И есть система Adria Media Controller, вот эта система мультимедиа на весь прицеп. Сейчас попробуем ее запустить. Да.
У нас расположены колонки где-то внутри, везде, в стенах, и такое полное окружение музыкой здесь происходит. Или там, допустим, звук с телевизора можно тоже подключить по Bluetooth к этому медиаконтроллеру. Кровать. Кровать тоже здесь еще одна, естественно, получается. Опускаем стол, кладем подушки, и это еще одно спальное место, которое здесь у нас отделено дверью. Я бы сказал, такое больше гостевое спальное место. И дальше там про спальню дойдем, увидим. Размер кровати 110 на 2 метра. Нет, на 190. То есть это вот единственное спальное место, которое чуть поменьше остальных. Кухня. В этом прицепе просто огромная рабочая поверхность. Мало того, что у нас, конечно, как всегда, закрывается стекло, кладется дощечка, это все увеличивает рабочую поверхность на кухне, так у нас, кроме этого, еще, в принципе, почти такая же площадь есть рядом, которой мы можем пользоваться, готовить. По периметру также есть вот этот рейлинг, на которые ставятся кармашки, полочки, как вам угодно. Вот, например, можем отсюда снять, где я только что показывал, а сюда поставить, ну, условно, и наоборот. Плита сама от Dometic, это единый блок с раковиной, 3 огня, электроподжиг. Ниже есть духовка для любителей печь лично свою домашнюю выпечку или там готовить какую-нибудь лазанью, пожалуйста, вот у вас здесь будет духовка. Ниже, конечно же, ящики, вверху лоток для вилок, ложек. Ниже еще один просто. И еще ниже открываем просто дверку. И сбоку что у нас здесь? Сбоку моя любимая выдвижная конструкция, которая узкая, но глубокая. Выдвигаем, и все у нас перед глазами. Сложить сюда какие-нибудь макароны, сахар, приправы. Вот самое то, самое оно. Наверху есть еще, естественно, 2 шкафчика. И, что немаловажно, здесь у нас есть вытяжка. Вытяжка очень важный момент, если как раз-таки прицеп такой семейный и все-таки периодически приходится готовить, то чтобы лишний запах здесь в помещении не стоял, вытяжка вещь незаменимая. Ну и, конечно же, у нас есть холодильник. Холодильник Тедфорд, 140 литров, все стандартно, который мы часто встречаем, газ, электричество, от всего работает. Ну и, наконец, мы прошли весь прицеп, оказались в передней части, и здесь у нас основная спальня, так называемая родительская, если мы говорим как о семейном прицепе. Тут у нас шкафчик в изголовье, шкафчик в ногах, огромный панорамный люк, люк еще одно окно в передней части, светло, просторно, трековые светильники, кармашки на рейлинге такие в ногах, еще один такой рундук. И, естественно, если поднять кровать, мы получаем место для хранения вещей, и туда же есть еще дверь снаружи, мы ее позже посмотрим. И кроме этого места сейчас вот появился такой ящик. Насколько я помню, раньше в этой модели, возможно, ошибаюсь, но здесь было все единое подкроватное пространство, а сейчас есть еще вот такой выдвижной ящик. Это на самом деле прикольно, что есть разные варианты для хранения вещей. Оптимизация такая. Размер кровати 2 метра в длину и 140 в ширину. И, конечно же, эту спальню можно закрыть вот такой шторой. Снаружи самое главное в прицепе — прицепное устройство. Оно здесь от Алка, как в принципе в большинстве случаев у Адрия, и сама рама тоже Алка. Спереди у нас есть вот такой багажный отсек. 2 баллона по 22 литра здесь устанавливаются газовых. И здесь же у нас стоит кассета. Это, собственно говоря, для серой воды 20-литровая. У нас никакого бака сточных вод нет. Мы либо сливаемся прямо в канализацию кемпинга или на землю, либо вот у нас есть такая кассетка на 20 литров. Далее есть еще вот такая система хранения. Недавно все это стало появляться. Раньше мы встречали лотки Икеи, которые на стенку ставились. Сейчас вот добавили еще такие лоточки, которые друг к другу, как этажерка, собирается и резиночкой фиксируется. В целом в этом месте, в багажном отделении, это все. Ну, ручка еще есть и там ключ гаечный, ручка для того, чтобы ноги, лапы выдвигать. По левому борту у нас, естественно, есть место для хранения вещей, про которые я уже сказал ранее. То есть мы можем поднять кровать и получить сюда доступ, а можем вот открыть этот сбоку люк, и у нас здесь огромное место, огромное пространство. Далее заливная горловина чистой воды, 50 литров бак. По-моему, конечно, для такого прицепа, все-таки уже огромного, мог бы быть и побольше. Но вот во все прицепы делают стандартно этот момент. Далее кассета, ну, закрыта, к сожалению. Здесь у нас кассета, лючок с кассетой для биотуалета. Печка Трума,
газовая, соответственно, потому что у нас здесь только газовые баллоны. И еще одно место для хранения вещей под кроватью, собственно говоря, в этой детской спальне, в задней комнате. Здесь такое небольшое совершенно пространство, но оно все-таки есть. И тоже мы можем... Нет, здесь мы тоже можем приподнять кровать и получить сюда доступ, как с улицы, так и изнутри помещения. Adora 673 PK мы сегодня с вами посмотрели. Пишите в комментариях ваше мнение, понравился ли вам такой прицеп, хотели бы себе такой, вообще для кого он подходит. На мой взгляд, это вот именно такой семейный вариант, когда у вас дети, чтобы можно было как-то это разделить в пространстве. Вы всю семью погрузили, сели в какой-то, наверное, минивэн, учитывая, что 7 мест, то есть нам нужны тогда и в машине 7 мест. Если у вас поменьше людей, то, может быть, и в какой-то внедорожник, и поехали куда-то в какой-то кемпинг к морю, там остановились, машину отстегнули и катаетесь где-то по окрестностям. Но в целом это вот ваша дача там на ближайший месяц, а потом переехали в другое место. Вот такой, мне кажется, формат и такая целевая аудитория этого прицепа. Если вы попадаете в эту целевую аудиторию, тоже, опять-таки, буду рад вашему мнению в комментариях, прав я или нет. Также у нас есть телеграм-канал у Яхты на колесах, там можно задать какие-то вопросы, пожелания к следующим роликам, увидеть различные лайфхаки, так что не забывайте подписываться. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить, у нас выходит еще и выйдет, и уже вышло много роликов из Дюссельдорфа. Меня зовут Антон, до новых встреч, пока!